Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. После вступления в антикоррупционный комитет министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова у команды Никиты Михалкова открылось второе дыхание, и организация по борьбе с преступностью и коррупцией заработала с новой силой. Благодаря поддержке Андрея Ремовича Белоусова сотрудники антикоррупционного комитета смогли нанести массированный удар по своим главным недоброжелателям, преступным элементам Российской Федерации и шоу-бизнеса. Под карающий меч правосудия антикоррупционного комитета попали следующие негативные элементы. Бывший заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов, который на данный момент находится под стражей, семья Ксении Собчак, семья бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, инагент Андрей Макаревич и генеральный директор Первого канала телевидения Константин Эрнст. За последние 2 дня команда Никиты Михалкова арестовала, конфисковала и ликвидировала более 96% всего имущества и недвижимости данных преступных элементов на территории Российской Федерации и ближнего зарубежья. Более того, благодаря работе антикоррупционного комитета и поддержке министра обороны Андрея Белоусова, семья Ксении Собчак, Сергей Шойгу и Константин Эрнст, заведения незаконного коммерческого бизнеса после окончания полной проверки могут быть отправлены в следственный изолятор. К слову сказать, что 2 члена семьи Сергея Шойгу уже находятся под стражей. В следственном изоляторе на данный момент находится его родной сын, известный певец и блогер Даниил Шойгу, и зять, известный спортсмен и также блогер Алексей Столяров. Помимо этого, финансовая проверка проводится и в отношении дочери бывшего министра обороны Российской Федерации Ксении Шойгу. В частности, в результате жесткой антикоррупционной проверки команды Никиты Михалкова негативные элементы потеряли следующее имущество и недвижимость. В частности, у бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова были арестованы 4 виллы в дальнем зарубежье, в Голландии, в Италии и в Испании. Автопарк на 30 иномарок в городе Москве. Общая стоимость автопарка составляет более 10 миллионов рублей, и сеть контор по спортивному тотализатору в городе Санкт-Петербурге. Семья Ксении Собчак лишилась крупных финансовых счетов в ближнем и дальнем зарубежье на общую сумму 50 миллионов долларов и 30 миллионов евро. Помимо этого, у семьи Ксении Собчак был арестован собственный поезд, на котором они могли передвигаться по территории Российской Федерации. У бывшего министра обороны Сергея Шойгу были арестованы и конфискованы сеть частных саун в городе Москве, сеть бильярдных клубов на всей территории Российской Федерации, а также финансовые счета в рублях, евро и долларах. Общая сумма 100 миллионов рублей, 10 миллионов евро и 10 миллионов долларов. Коснулась антикоррупционная проверка и иностранного агента, известного певца, на данный момент проживающего в Израиле, Андрея Вадимовича Макаревича. У музыканта группы «Машины времени» были арестованы сеть ночных клубов в городе Санкт-Петербурге, а также сеть специализированных магазинов по продаже музыкального оборудования и антиквариата. В результате антикоррупционной проверки общий ущерб для Андрея Макаревича составил более 500 миллионов рублей. Ну и, наконец, самые большие материальные потери понес генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. У Константина Львовича были арестованы финансовые счета на баснословную сумму – более 1 миллиарда евро.
Глава антикоррупционного комитета Никита Сергеевич Михалков, комментируя данную проверку, заявил, что это только начало, и последующие антикоррупционные проверки коснутся не только российского шоу-бизнеса, но и самых высших эшелонов власти. Но и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Завтра у команды Никиты Михалкова большой праздник. 1 июня исполняется ровно год с момента создания антикоррупционного комитета на территории Российской Федерации. Напомним, что у истоков создания антикоррупционного комитета стояли 5 известных артистов: Александр Розенбаум, Лев Лещенко, Никита Михалков, Александр Домогаров и покойный легендарный артист Александр Анатольевич Ширвинд. Именно год назад антикоррупционный комитет начал свою работу и со временем превратился в мощную организацию, которая пользуется колоссальным доверием и уважением среди жителей Российской Федерации. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов получил свою первую должность в антикоррупционном комитете. Андрей Ремович Белоусов назначен первым заместителем команды Никиты Михалкова. После окончания антикоррупционной проверки в городе Самаре в отставку подал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Точная причина отставки пока неизвестна, однако Никита Сергеевич Михалков заявил, что в результате антикоррупционной проверки были выявлены серьезнейшие нарушения в работе высших эшелонов власти. Широкий общественный резонанс получило шокирующее дело родного сына министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой. Напомним, что 2 дня назад 20-летний сын министра культуры в компании мажоров, находясь в алкогольном состоянии и под действием запрещенных веществ, совершил нападение на членов антикоррупционного комитета и их семьи, а в частности на Раймонда Паулса, Владимира Винокура и актера Алексея Кравченко. По причине безвыходной ситуации Алексею Кравченко пришлось применить огнестрельное оружие, в результате чего погиб сын министра культуры Российской Федерации. В связи с шокирующим событием команда Никиты Михалкова требует немедленной отставки министра культуры Ольги Любимовой. Однако сам Алексей Кравченко на данный момент находится в полиции. Однако, по всей вероятности, Алексей Кравченко будет освобожден из-под стражи. Нашлось много свидетелей, которые утверждают, что известный артист действовал в рамках необходимой самообороны. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.